Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 2024 года, а 26 июня 2024 года, то есть позавчера, Ирина Фарион в своем видеоблоге высказала свою позицию по поводу высказанного мной предложения о том, что греко-католическим священникам следует публично определиться по поводу того, поддерживают ли они Ирину Фарион и ее идеологию или нет. Такая необходимость обусловлена тем, что Ирина Фарион публично высказывается по вопросам души и церкви, заявляя при этом, что она фактически представляет греко-католическое сообщество, претендуя таким образом выдать свои политические взгляды в качестве таких, что соответствуют христианскому вероучению, и таких, что одобряются и поддерживаются греко-католической церковью Украины. Что же конкретно в связи с церковной тематикой заявила эта внештатная греко-католическая шпрехенфюрерша? Первое. Она сообщила, что с 28 июня по 1 июля 2024 года в немецком городе Мюнстер пройдет международная православная конференция «Православное христианство и политика идентичности». Свои переживания по поводу тематики этой конференции Фарион высказала в связи с тем, что на конференции будет рассмотрен вопрос угрозы вселенскому православию в связи с публичным переходом радикальных этноцентрических идеологов к нарративам, где церковь рассматривается как фундаментальная характеристика нации. Второе. Фарион заявила, что церковь вообще и греко-католическая в частности заботится о здоровье души. И поэтому всех, кто не поддерживает ее идеологемы, и в частности идеологему о том, что якобы у украинского этноса есть общая душа, и этой душой является украинский язык, следует подвергнуть лечению. Здесь для того, чтобы определить, что в данном случае имеет в виду Фарион, имеется достаточно широкий выбор вариантов. Один из них – это выбрать вариант, что кроме церкви, вопросами души, или как ее еще называют психея, занимается психиатрия. Поэтому заявление Фарион по этому поводу с призывом к принудительному лечению несогласных можно воспринимать как призыв к применению к представителям национальных меньшинств и языковых сообществ, в частности, методов карательной психиатрии, как это происходило в Третьем Рейхе и в СССР. Тут же Фарион возвращается к характеристике украинской греко-католической церкви и заявляет: если бы украинская греко-католическая церковь не исповедовала религиозный национализм, то она, то есть Ирина Фарион, не была бы членом этой украинской греко-католической церкви. Друзья, о чем говорит Фарион? Она утверждает то, что якобы украинская греко-католическая церковь исповедует украинский религиозный национализм. Так ли это? Так ли это на самом деле? Именно для этого я и призываю греко-католическое священство публично определиться по этим заявлениям Фарион. Неужели действительно церковь, называющая себя христианской, исповедует религиозный национализм и одновременно с этим выступает против вселенскости, то есть кафоличности, которую Фарион объявляет эфемерной? Ау, греко-католики, будете продолжать молчать? Подайте голос. Что в этой связи хочется сказать? А вот что.
совершившая аморальный поступок политиканша, используя инструментарий государственного украинского языка, обещая своим последователям социальный лифт, а своим противникам социальную анафему и геноцид вплоть до лишения гражданства и депортации, пытается действовать от имени греко-католической церкви и от имени незапрещенной в Украине политической партии «Свобода». Свои сторонники она пытается при помощи дьявольских ухищрений завербовать морально неустойчивых этнических украинцев и членов греко-католической церкви. Но кому не понравится социальный лифт, который тебя поднимает на вершину материального благополучия только за то, что ты этнический украинец, владеешь украинским языком и к тому же греко-католик, исповедующий религиозный национализм. Но вот в чем загвоздка. Одно из правил христианского этического учения говорит о том, что с людьми нужно поступать так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И в этой связи очень интересно было бы узнать у Ирины Фарион, не желает ли она быть подвергнута геноциду и социальной анафеме, так же, как она призывает подвергать этому своих идеологических противников. Так сказать, в полном соответствии с христианским вероучением. Каким судом судишь, тем же судом будешь судим. Но, по всей видимости, Божьего суда Ирина Фарион не боится. Ведь из ее биографии широко известен факт ее членства в Коммунистической партии Советского Союза, в которую Фарион вступила в 1987 году. Документы о членстве Фарион в КПСС приобрели публичную огласку, а документов о ее выходе из КПСС пока не обнаружено. Что же в этой связи следует понимать? Для этого обратимся к такому документу, как Устав Коммунистической партии, где в разделе 2 сформулированы обязанности члена КПСС. В подпункте Г этого раздела записано: член партии обязан овладевать марксистско-ленинской теорией, расширять свой политический и культурный кругозор, всемерно содействовать повышению сознательности, идейно-нравственному росту советских людей, вести решительную борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеологии, частнособственнической психологии, религиозными предрассудками и другими чуждыми социалистическому образу жизни взглядами и нравами. Что здесь имеется в виду под решительной борьбой с религиозными предрассудками, вести которую вместе с другими коммунистами обязалась Ирина Фарион? Думаю, объяснять не надо. Это борьба в том числе и с христианским вероучением. Далее в подпункте Е Устава КПСС раздела 2 записано: член КПСС обязан последовательно проводить идеи пролетарского, социалистического интернационализма и советского патриотизма в массы трудящихся, вести борьбу с проявлениями национализма и шовинизма, активно содействовать укреплению дружбы народов СССР, братских связей со странами социализма, с пролетариями и трудящимися всего мира. Как вам это? Как это такая набожная и приверженная националистическим идеалам Фарион, называющая свою мать, в доме которой происходили посвящения в епископский сан греко-католических священников, святой, и ярая националистка, последовательница лидера украинских националистов Степана Бандеры, вдруг взяла и стала на путь коммунистического безбожия и антинационалистической пролетарской идеологии. Не иначе, как ее осенила
коммунистическая благодать борьбы с религией и националистической идеологией и взамен пообещала ей реальный социальный лифт, ключи от которого тогда находились у члена ЦК КПСС, заведующего идеологическим отделом Компартии Леонида Макаровича Кравчука. Именно этим лифтом при помощи члена ВЛКСМ Олега Тягнебока Ирина Фарион вознеслась в народные депутаты Верховной Рады Украины. И вот теперь та же, предавшая Христа и украинскую нацию Фарион, пытается, натянув на себя христианскую одежду и облегшись оружием националистической идеологии, проповедовать законность социального неравенства по языковому признаку. Ну а теперь о душе и конкретно о том, чем же отличается христианское учение о душе от того националистического мракобесия, которое проповедует Фарион. Христианское учение о душе признает существование души не только у человека, но и у животных. Но в отличие от человека, душа у которого индивидуальна и лична, животные имеют одну общую душу для каждого из отдельных видов животных. Например, есть душа котов, причем одна на всех котов. Для всех собак есть одна на всех собак собачья душа. Какого-то понятия об одной общей душе какого-либо из этносов, и в частности украинского этноса, или там, например, еврейского, христианское учение не содержит. В Священном Писании, в частности в книге «Бытия», описан акт творения душ животных так. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». То есть по роду Бог сотворил души животных, по одной душе на каждый из родов животных. Но человек, насколько вы понимаете, это не животное, и поэтому одной души у рода человеческого общей нет. Так же, как нет одной общей души у какого-либо из этносов. Душа человеческая лична и индивидуальна. Как повествует бытописатель, Бог в шестой день, образовав из земли тело первозданного человека, вслед за сим вдунул в лице его дыхание жизни, то есть жизненную и животворящую душу, вследствие чего и стал человек душою живою, или тем существом, каким в предначертании своей премудрости и предположил создать его Бог. Где здесь душа этноса? Священное Писание никакой души этноса не знает. Откуда Фарион измыслила несуществующую душу украинского этноса и назвала ее украинским языком? Может, из устава КПСС для более эффективной борьбы с религией и национализмом? Не иначе, как именно для этого. Для чего же нужно Фарион извращать христианское вероучение о душе? Для чего Фарион измышлять несуществующую душу этноса? Не иначе, как для расчеловечения представителей этноса и низведения их на уровень животных с одной общей душой, с целью получения власти, поскольку Бог дал человеку власть над животными. И, как пишет бытописатель, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Таким образом, становится абсолютно очевидным то, что националистическое учение Ирины Фарион о душе ничего общего не имеет с христианским учением о душе.
и своей целью имеет получение власти над украинским этносом в рамках коммунистической антихристианской доктрины. Поэтому еще и еще раз я обращаюсь к греко-католическим священникам с просьбой: выйдите из подполья и публично озвучьте свою позицию по поводу вашей причастности или непричастности к исповедуемому Ириной Фарион лжеучению религиозного национализма, который якобы исповедует Украинская греко-католическая церковь. Спасибо за внимание. До новых встреч.